Приветствую вас на канале Техревизор. В 2023 году уже немало устройств среднего и выше сегмента поддерживают работу с подключением по Wi-Fi 6, а Wi-Fi последнего стандарта — это и большие скорости, и лучший коннект, и более защищенное соединение. В общем, одни плюсы. Поэтому если сейчас или в ближайшее время вы собираетесь обновлять свой роутер, покупать модель с поддержкой максимум Wi-Fi 5 — решение не на очень длинную дистанцию. Но смысл покупать сейчас вариант похуже, если через несколько лет захочется обновиться до 6-го стандарта и получать больше. Лучше сейчас разобраться со всем этим, посмотреть, что предлагает рынок, прицениться, выбрать пару моделей и купить лучшую из них. Этим я и занялся. Поэтому сейчас вы смотрите рейтинг лучших роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 под разный бюджет и требования. Всего в топе 7 позиций. Давайте начну вас с ними знакомить, а вы пока поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. 7-е место занимает Mercosys MR70X. Это бюджетный роутер с ценником ниже, чем у моделей, которые поддерживают максимум Wi-Fi 5. А тут за плюс-минус те же деньги нам предлагают устройство, которое работает на самом последнем стандарте. Очень хорошее предложение, как по мне. Он может работать сразу в двух диапазонах, на 2,4 и 5 ГГц. При этом производитель обещает 574 мегабит в секунду для первого и 1201 для второго. Но нам важнее узнать, сколько роутер сможет выдать по факту на тестах. Отойдя от роутера на 8 метров и спрятавшись за двумя стенами, у 2,4 диапазона получилось выдать около 200 мегабит в секунду, у 5 гигагерцового диапазона около 500-600 мегабит в секунду. Само собой, речь идет о подключении по Wi-Fi 6, и это неплохие показатели. Если честно, я ожидал худшего. Конечно, это не чистый гигабит, но если так сильно нужен именно гигабит, то подключайтесь по проводу и получите еще более приближенные к нему цифры. Ведь главное, что все порты здесь поддерживают такую передачу скорости, а на борту у роутера 3 LAN-порта и 1 WAN. Ничего лишнего. Также качество сигнала улучшит такие важные технологии, как MU-MIMO, beamforming и OFF-DMA. Хотите узнать о них подробнее? Продолжайте смотреть. Дальше я все объясню. Но без хороших антенн, как ни старайся, быстрая скорость будет только если сидеть впритык к роутеру. Поэтому Mercosys не сэкономили даже на этом и установили вполне мощные 4 антенны. Несъемные, конечно, но их будет достаточно для покрытия сигналом высокого уровня какой-нибудь стандартной 2-3-комнатной квартиры. Даже дизайн роутера не выглядит таким простым, чем-то паука напоминает. Но здесь все продумано, поэтому он не только привлекательный, но еще и холодный, так как отверстия есть везде, где только нужны для хорошего отвода тепла. 6-ю строчку занимает D-Link DIR X1530. Он тоже не страдает перегревами. Сами взгляните на его решетчатую верхнюю панель, поэтому роутер не будет сбрасывать скорость или терять сеть от нагрева. Если смотреть по скоростям, то этот D-Link мало чем отличается от прошлого Mercosys. Заявленные для двух диапазонов скорости практически такие же, и в тестах iPerf 3 мы получили максимум плюс-минус те же 600 мегабит в секунду для 5 ГГц на Wi-Fi 6. 2.4 тоже ничем не отличился, 200 мегабит в секунду его потолок. Конечно, если роутер стоит в метре от вас на столе, то можно выжать и больше. Естественно, если ваш провайдер позволит. Большего можно добиться только при подключении по проводу. Но учтите, что больше гигабита не выйдет. Для встроенных портов это максимум. Кстати, здесь компоновка та же, 3 LAN и 1 WAN порт. USB не хватает, чтобы подключать, например, принтер или накопитель, но это будет далее, уже в более жирных моделях. А так, за качество сигнала в ответе все те же MU-MIMO, beamforming и OFF-DMA. Кстати, первая технология MU-MIMO 2 на 2 позволяет роутеру давать высокую скорость, когда к нему подключено более десятка устройств, то есть рассчитана на многозадачность и большое количество подключений. Очень важная функция, когда в доме уж очень много всякой техники. Но больше всего мне нравится поддержка Mesh. Это когда докупается еще один такой роутер и между ними создается общая сеть. Часто применяется в больших квартирах или домах, когда мощности одного роутера не хватает для получения высокой скорости по всей площади. Поэтому имейте в виду. 5-е место топа занимает Huawei WS7220. И вот тут производители обещают нам скорость беспроводной сети до 2976 мегабит в секунду.
По заявленным характеристикам, диапазон 2,4 ГГц пропускает 574 мегабит в секунду, а 5 ГГц 2402. Конечно, таких показателей сложно достичь, так как должно быть соблюдено немало условий. Поэтому для более объективного взгляда были изучены тесты в Magic Eye Perf. И в итоге получилось так. По Wi-Fi 2.4 показал снова до 200 мегабит в секунду, а 5 ГГц выдал до 800 мегабит в секунду, то есть мало чем отличаются от прошлого места. Но это все равно практически гигабит по воздуху, а уж настоящий гигабит получается только по проводному. Хотя реальные скоростные показатели оказались в 3 раза меньше заявленных, нельзя сказать, что этой скорости не хватит для покрытия 2-3-комнатной квартиры быстрым интернетом. Однако в дом около 100 квадратных метров такой роутер подойдет только в случае, если будет применен для Mesh-системы, которую Huawei WS7220 поддерживает. Еще он готов похвастать наличием beamforming, который направляет сигнал именно в то место, где есть подключенное устройство, а не разбрасывает его по всей квартире. Ну и уже знакомый вам MU MIMO. Из второстепенных прикольных фишек у него на борту есть NFC, который помогает подключиться к устройству без ввода пароля. Просто прикладываете смартфон и подключаетесь. Очень удобно для гостей. Сам по себе роутер имеет современный дизайн, который не выдает его скромную цену, хоть оснащен всего одним индикатором и одной кнопкой Reset. Этот роутер тоже не подойдет, чтобы подключить к нему модем или накопитель, так как из разъемов у него только один WAN и 3 LAN порта, рассчитанные на гигабит. Четвертую ступеньку занимает Xiaomi роутер AX3220. Как заявляет производитель, 3220 — это общая максимальная скорость на 2 диапазона, которую можно выжать. Звучит быстро, надо брать. Можно было бы сказать, но давайте лучше посмотрим, что скажут реальные тесты, а не голословные заявления. В том же iPerf 3 удалось выжать честный гигабит только из провода, что в принципе ожидаемо. Воздух же показал до 500 мегабит в секунду для 5 ГГц при подключении по Wi-Fi 6. Второй диапазон тоже выше головы не прыгнул и выдал приемлемый результат в 200 мегабит в секунду. В совокупе получается, что 5 ГГц не выдает какие-то космические мегабиты, поэтому по скорости этот роутер ничем не впечатлил. Но вот его реальное преимущество кроется в пробивании сигнала. У этой модели на пару антенн больше, чем у прошлых участников, и даже такое небольшое преимущество в количестве палок позволяет этому товарищу выйти вперед по пробиваемости. Конечно, не только благодаря антеннам, а еще и более мощному передатчику. Если в цифрах, то у Xiaomi получается выйти вперед на несколько сотен мегабит при небольшом отдалении и около сотни мегабит при максимальном отдалении от роутера за 3 стенами. В общем, пробиваемость для трехкомнатной квартиры что надо. Хотя если говорить о каком-нибудь двухэтажном доме, тогда лучше создавать Mesh-сеть из парочки таких роутеров. Благо, есть такая возможность. Ну и не обошлось без помощников MU MIMO и OFDMA. Кстати, здесь MU MIMO работает в режиме 4×4, а не 2×2. Если представить сеть в виде автомагистрали, то это как 4 полосы для движения автомобилей вместо 2. Благодаря этому увеличивается скорость передачи данных и пропадают проблемы с соединением. Тройку лучших открывает TP-Link Archer AX50. В этом роутере свое место наконец нашел порт USB 3.0. Скорости записи и чтения хватит, чтобы через подключенный накопитель перекидывать тяжелые файлы и смотреть фильмы в 4К. По скорости диапазонов изменений нет. При заявленных 574 и 2402 мегабит в секунду тесты в Magic Eye Perf показали реальные значения, которые трагически не отличаются от прошлого Xiaomi. Но что действительно достойно внимания в этом роутере, это пробиваемость сигнала. При тестировании работы устройства на расстоянии 20 метров через капитальную стену и дверь потеря скорости составила всего 15%, при допустимой норме в 40%, поэтому этот роутер можно смело ставить даже в 2-3-комнатную квартиру. Но вот уже создать бесшовную сеть для большого частного дома не получится, так как аппарат не имеет функции Mesh. К счастью, жертвовать бимформингом MU MIMO и OFDMA не пришлось. Внешне устройство выглядит солидно, имеет больший функционал. Спереди расположилось 5 индикаторов, а сзади кнопка включения, Reset, WPS и LED. Также в глаза бросается большое количество диффузоров охлаждения в верхней и нижней части роутера, хоть процессор нельзя назвать горячим, так как имеет всего 2 ядра по 0,8 ГГц и 256 МБ ОЗУ. Но если вам покажется, что мощности такого камня будет недостаточно для роутера, посмотрите в сторону следующей модели. Серебро забирает TP-Link Archer AX73. В нем установлен чип от
от Broadcom на 3 ядра по 1,5 ГГц и 512 МБ ОЗУ, а это довольно ощутимый прирост по производительности, поэтому аналогичный дизайн с диффузорами, как у AX50, здесь выглядит более уместно. Если посмотреть на характеристики роутера, можно увидеть, что диапазон 5 ГГц пропускает довольно высокую скорость в 4,8 гигабит в секунду. Как и в случае с прошлыми устройствами, получить такую скорость возможно только при том условии, если WAN и LAN порты будут рассчитаны более чем на гигабит в секунду. А если вспомнить, что 4 порта LAN и 1 WAN пропускают максимум 1 гигабит, можно сделать вывод, что цифры в характеристиках этого роутера – чистый маркетинг. По результатам теста через LAN мы получаем гигабит скорости в диапазоне 5 ГГц и до 200 мегабит в секунду в диапазоне 2,4. По Wi-Fi показатели оказались чуть ниже, зато USB-порт отрабатывает по полной. Скорость записи и чтения тут в 2 раза выше, чем у прошлого роутера. Это же касается и пробиваемости сигнала, которая превосходит конкурентов даже с более высокой ценой. А так как AX73 имеет еще и Mesh, можно с уверенностью покупать роутер для большого дома с толстыми стенами в перспективе создания Mesh-системы. И, конечно, аппарат поддерживает MU-MIMO, Beamforming и OFDMA, поэтому этот AX73 оснащен всем необходимым для качественной работы сети при большом количестве пользователей в условиях большого количества помех и засоренного трафика. Лидером рейтинга стал Kinetic Giga KN1011. Лучшим Wi-Fi роутером с поддержкой Wi-Fi 6 стал Kinetic Giga KN1011. Если вы хотите подключать к сети не только телефоны, ПК или ноутбуки, но еще и устройства умного дома, идеальным будет именно этот роутер. Он занимает первое место в моем рейтинге. Диапазон 2,4 передает аж 300 мегабит в секунду по Wi-Fi, в которых так нуждаются умные розетки, чайник и прочее. Прошлые устройства хвалились только 2 сотнями, а в случае такого загруженного 2,4 диапазона лишние 100 мегабит в секунду играют реально важную роль. Ну и 5 ГГц выдает честный гигабит по проводу и приличные 800 мегабит в секунду по Wi-Fi. Если не прятаться в бункере от Wi-Fi сети, сигнал всегда будет стабильным и быстрым. При тестировании сети на потерю скорости сбить уровень на 70% удалось лишь спустя 2 капитальные стены, отойдя на 30 метров от роутера. Это хороший результат, который без сомнений позволяет поставить устройство в большую квартиру, где не будет зон со слабым интернетом. Именно порты могут стать решающим фактором при выборе этого роутера, ведь он оснащен USB 2.0 и 3.0, скорость работы которых может составлять до 120 мегабит в секунду, чего с головой хватит для повседневного использования. Также стоит выделить SFP-разъем для подключения оптики. Благодаря ему 2,4 ГГц и показала настолько хороший результат, поэтому недооценивать SFP уж точно не стоит. Из приятных дополнений можно выделить наличие Mesh, OFDMA, Beamforming и MU-MIMO. Тут тоже ни на чем не сэкономили. Но вот с дизайном особо не заморачивались. Он идентичен модели прошлого поколения Kinetic Giga, но оно и не страшно. Главное, что роутер дает реально быструю скорость, надежный сигнал и может создать бесшовную сеть. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.